Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я вас приветствую на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас чистку, отливку, как обычно, мы проведем. Давайте возьмем информацию на ближайшие, допустим, дней 10 просмотрим. Вы можете выбрать свои, кстати, какие-то сроки и даты. И настройтесь, пожалуйста, да, думайте о себе. Я хочу еще поблагодарить вас, мои дорогие, да, за то, что вы со мной, за ваши просмотры, за ваши лайки, за подписку, за комментарии, за донаты, конечно, и за поддержку моего канала, за то, что вы меня любите, а я вас люблю. Вот так вот мы с вами и в контакте в таком, да, близком и тесном. Ну что же, давайте мы начнем нашу работу. Думайте о себе, пожалуйста. Можно, конечно, и о человеке, который вас интересует, чтобы здесь какие-то, возможно, о нем вышли ситуации, показались нам, да? Так, ну что, мы начинаем. Мы начинаем. Так, кто-то ждет новостей. Новости будут, конечно, но пока еще нужно вам немножечко ожидать. Каких-то хороших, положительных ждете новостей. Я вижу, что вы их получите, но не так быстро, как вам бы хотелось. Да? Какое-то сообщение, какое-то либо письмо, что-то ожидается. Так, кто-то заходит как в белую полосу своей жизни. Время такое, когда все складывается, все получается. Как будто, как знаете, зеленый светофор, когда вот вы едете по городу, и все время вам такая дорога открытая. Вот такое время бывает в жизни у каждого человека. Вот сейчас я вижу, что именно у тех, кто здесь собрался, кто со мной на связи, у вас начинается белая полоса. Четко вижу, как человек держит в руках пентакль большой золотой. Это удача, это какое-то достижение, либо то, что вы очень-очень сильно хотите получить. Вот. Выход какой-то новый, невероятный какой-то уровень. Причем здесь у каждого своя ситуация. Кто-то вырвется из какой-то бедности, из каких-то недостатков, либо все хорошо у вас, но вы прыгнете еще выше. Принципиально новый уровень идет. И также я вот вижу, что вы сможете получить все свои хотелки. Кто там что хотел, планировал, получите. Но это также и про любовь. Потому что для кого-то, да, все там не столь важно все, а вот хочется именно в любовные дела, чтобы пошли в рост. Вот это тоже, конечно, будет проигрываться, потому что такая вот она, белая полоса. В этот момент складывается все, как вам хочется. Такой рывок, выход в новое время. В новые времена, даже скажу так. Так, дальше идем. Откроется некая тайна кому-то. Может касаться семьи и может касаться документов. Что-то, что вы не знали, открыться может. Вы знаете, реакцию вижу разную. Для кого-то это будет эта новость все равно, для кого-то будет прямо шок. Зависит от мировоззрения, от какого-то, от силы рода, что-то семейное, что-то про родство ваше, может быть, про бабушек, дедушек, какие-то тайны рода. Может быть, кто-то узнает, не знаю, что у вас есть еще там где-то братья, сестры, такое что-то откроется. Вот может касаться именно родства, крови, наследства. Так, момент истины прямо какой-то, честно, придет. Так, что-то будет решаться, определяться. Вот. Но в свете этих событий, того, что вы будете узнавать, ваша ситуация будет либо как было все, либо как-то улучшаться. Я вот негативных последствий этого открытия я не увидела. Ничего вы не теряете, а кто-то будет что-то получать, как приобретать. Может, новых родственников, может, какие-то, опять же, наследственные дела. Такая вот история идет нам. Так, входит в вашу жизнь человек, который вас, чем удивит, сейчас скажу. Он какой-то, он знает все как правильно, понимаете? Все время хочет что-то сделать для вас. То есть нежданно, негаданно. Какой-то будет, обретаете вы как человека, который вот заточен делать добро. Он вообще такой человек. Но он
как-то вот именно для вас все время хочет что-то сделать. Может быть, такой человек будет на работе вокруг вас вот так стараться вам помочь, вас будет удивлять, да, почему кто-то для вас что-то делает. Но это может быть, конечно, какой-то человек, который вас как добивается, как хочет покорить вас. Ну, потому что вы вот ему очень как зашли, как покорили его сердце. Да, здесь человек, который хочет завоевать ваше сердце. И делает это как может. Вы знаете, ваше сердце отзовется, но тут тоже, опять же, у каждого по-разному. У кого-то отзовется любовью, а у кого-то вот дружбой, то есть такой благодарностью, да, вот которая в дружбу перерастет крепкую, а у кого-то отзовется любовью. Мгм. Вот тех, у кого это любовью отзовется, я вижу, что вы вот оцените, прочувствуете этого человека, и будет начало отношений. Очень продлятся долго. Скажем, знаете, как некоторое есть такое выражение длиною в жизнь. Как песня длиною в жизнь, да, отношения длиною в жизнь, как говорят. Так. И даже вижу, знаете, какая-то есть такая изюминка в этом человеке, которая вам очень-очень нравится. Изюминка. Это что-то вот, может, голос какой-то особенный, может, там взгляд или что в нем, что там в нем. Знаете, как там есть там ямочки, ну, кому что нравится. В нем есть изюминка. Что-то такое, что не у всех есть, скажем так. Вам это будет очень-очень нравиться, как все время вы будете на это тоже вот обращать внимание. Так. А здесь вижу треугольник. Как говорится, вы, он и она. Но между вами вижу огонь, искра. И вы такого вот как будто как никогда не испытывали. Либо так вам кажется. Может, это было, но как бы забылось. А сейчас это свежие отношения, свежее чувство. Вот вижу его глаза, его улыбка. Не дают вам покоя. Его ласки. Вы не можете и не хотите от него отказаться. Вот, но он не свободен. Я вижу, что вам это больно. Так, здесь долгие качели идут туда-сюда. То вы, то он. Качели будут долгие. То вместе, то врозь. То конец, то начало. Знаете, что здесь вижу? Вот когда вы уже отпустили, приняли решение, все, да, хватит мне это, ну, как бы это же мучительно. Ни на что не надеетесь, отпустили его. А я вижу, вот он приходит и говорит, я твой. Вот так. Переворот в вашей жизни будет. То есть в итоге он все-таки примет как бы решение с вами оставаться. Ну, я вижу, что вы счастливы, конечно. Я вижу, что вы счастливы. Вот прям слились в одну фигуру. Знаете, вот она, вот это объятие, вот мужчина, вот женщина, и вот как слились вы, как в одну такую фигуру. Так. Вот у нас, смотрите, какой рожек выскочил. Видите, да? Ну, здесь, знаете, может показывать, что для кого-то, для того, чтобы вас разлучить, разбить, может кто-то употреблять магию, но не получится. Вы все равно в одну фигуру слились. Видите, вот этот рог. Так, может там работать магия. Ну, как работать? Может не получиться, не сложиться. Либо у кого-то из вас хорошая защита идет от вашего рода. Потому что когда в роду кто-то вот занимался таким, то потом для рода идет защита сильная. Поэтому может как не взять вас это все, понимаете? Так. Ну, тут вообще другая вот история идет. Продажа дома, идет либо квартиры. Как будто долго не могли получить желаемое. Ну, наконец-то это случится. Вот. То, на что вы рассчитывали, ну, почти то и получится. Немножко там будет меньше, как будто сами, может быть, будете уступать. Вот. Ну, в общем, получите то, что вы запланировали, то, что вам хотелось. Так, вот сидит женщина, вижу, в ожидании. В ожидании мужчины. Почему-то мужчина, как же так? Женщина вертикально, мужчина вот горизонтально. Интересно. Смотрите, женщина ожидает мужчину, а он сейчас не в самом лучшем моменте жизни находится. Он как вот лежит, может быть, болеет, может быть, в больнице лежит. Понимаете, вот я вижу. Но он жив.
это точно. Вот, но вот как, может быть, нездоров. Женщина его ждет приезда его, либо может весточки от него, там смс, письмо. Вот. Может, он не может сейчас пока, скажем, как-то показаться. Но здесь еще, знаете, может быть, что не хочет, просто не хочет сказать, что у него сейчас проблемы. И думает, что вот проблемы решатся, потом я расскажу об этом, что это как в прошлом было, да, чтобы не было нервов, стрессов и так далее. Так. Мгм. Деток вижу. Ну, 2 ребеночка идет. Смотрите, как на руках у женщины ребеночек сидит, а один еще как подбегает. То есть это может быть беременность, когда уже есть один ребеночек, да, как бы как уже навстречу идет вот эта детская душа, навстречу, ну, с мамой. Как будто такое. И вы знаете, ну, есть такое ощущение, что обе энергии девочковые. Но это так субъективно, да, очень, в принципе. Дальше. У кого-то какой-то момент такой в жизни, когда все с ног на голову перевернуто. И никак человек не может это все назад повернуть, знаете, чтобы уже разобраться в своих делах, в своих проблемах. Вот здесь я вижу, что именно усилием воли, работая над собой, над своими ошибками, человек повернет вот эту ситуацию, поставит, скажем, знаете, как на чтобы все стало ровненько. Вот этот весь сыр-бор в своей жизни повернет. Но здесь именно не нужно рассчитывать на мироздание, на кого-то, на себя нужно рассчитывать. Ну, собственно, и кашу эту человек сам, ну, не то, что виноват, но, как сказать, обстоятельства пускал на самотек человек, да, думал, само рассосется, ну, не рассосалось. И теперь приходит время, когда надо что-то решать. И пока сам не решит человек, пока оно все так и будет в перевернутом виде. Но человек будет решать, это я вижу. Можно сказать, это будет даже такой, эм, как обучение, да. То, что в своей жизни нужно действовать, своих целей нужно добиваться, не ждать, пока само случится. Да, иногда случается само. Некоторые вещи идут неотвратимо по судьбе. Но в основе своей, в основном, мы же строители нашей жизни, нашей судьбы. Вот. И здесь вот надо будет принимать решение и действовать. И я вижу, что человек будет действовать. Так, здесь вот вижу встречу люди, либо вообще никогда не видели, знаете, как вот переписки. Общение по перепискам шло. Вот. Ну, либо виделись, но как-то очень давно такая какая-то встреча идет. Я хочу сказать, что встреча пройдет положительно, хорошо, люди довольны друг другом, нет никакого разочарования. Вот. И как вот эта встреча как, как будто как положит начало, либо еще много раз люди будут видеться, а потом могут объединиться, такой парой стать стабильной. Вот. Ну, либо даже, можно сказать, быстро это может как быть. То есть не тянуться еще годами эти встречи могут, как более-менее как-то быстро. Вот. Ну, не через месяц, но тем не менее как-то. Ну, как-то как люди поймут, да, что они друг другу подходят и что время тратить. Вот так. Так, автомобиль кто-то задумал купить, выбираете сейчас. Вот так вот прям вижу, такие у вас тут и фантазии, хочу это, хочу то, вот такое, вот этакое. Вот, я хочу сказать, ваша мечта сбудется, все у вас получится. Вот, если автомобиль, кто берет новый, вообще как бы без проблем. А кто берет, что уже был в употреблении, так скажем, кто-то им пользовался, то там нужно будет хорошенечко тоже проверить его. Ну, все дела, и бумаги, и состояние, вот так вот. Так. Встреча, несколько человек будет встреча, но это, знаете, как к человеку приходит несколько человек, радостная встреча, вы будете очень рады, но такое ощущение, что тот человек, к которому пришли, он может как нездоров, может как не может ходить, знаете, как что-то с ножкой случилось, либо подвернул, либо даже может там у кого-то перелом. И вот я вижу, что люди приходят, ну как бы, ну, наведывают, наверное, и человек очень рад, поддержка такая идет.
Кстати, если там у кого-то перелом, то я вижу, что все должно срастись хорошо, потому что это очень важно, да, как оно там все срастется. Бывает же и не очень правильно. Здесь я вижу, что вот какое-то идет выздоровление такое, ну, в порядке, все, человек будет доволен. Потихонечку все восстановится, будет человек бегать. Так. Смотрите, какие-то будут выяснения, как женщины между собой разбираются. Вот, и ситуация так накаляется, накаляется. Тут один человек прав, другой не прав. И вот этот, который прав, его прям выбешивает, да, что он не может как бы доказать свою правоту. И поэтому, как и на повышенных тонах, могут быть такие прям разборки между людьми. Вот. Ну, и знаете, я вам хочу сказать, есть ощущение, что не удастся доказать вашу правоту. И, скорее всего, каждый как при своем мнении останется. Но не вижу, чтобы дальше между этими людьми было общение. То есть как будто как люди обрубают это общение, потому что в чем-то друг друга не понимают и не хотят принимать точку зрения другого человека, там, уважать ее как-то и так далее. То есть предпочитают вообще не общаться. Ну, скажем так, наверное, это самый лучший выход. Не общаться вообще, если я вижу тут непримиримые совершенно противоречия идут. Вот, непримиримые противоречия. И чем все время ссориться, может и правда лучше и не общаться. Так, ключик кто-то найдет, ключик от ситуации какой-то. Но поскольку сверху тут и сердце накапало, значит, может быть ключик к сердцу. Подберете ключик к сердцу человека. Это про любовь, конечно. Это здесь вот как будто женщина, ей нравится очень мужчина. И ну как-то старается женщина э, что-то помочь ему, что-то подсказать, вот как-то дарить ему свое тепло и свою заботу, просто потому, что иначе не может. Очень пришелся так по сердцу, да. И вот это поведение, скажем, вот эти добрые дела, вот это сердечко свое доброе, оно получит отзыв. Вот буквально таким образом женщина, получается, найдет ключик к сердцу мужчины. Понимаете, что здесь выходит? Вот, поэтому здесь может зарождаться пара. И, ну, как бы в итоге женщина поймет, что эта пара рождена ее заботой, ее трудами вокруг этого мужчины. Это не каждому подходит. Большинство женщин любят все-таки, чтобы вокруг них было, да, вот это внимание, забота, чтобы мужчина добивался. Но здесь женщина не добивается, она просто мягко так, знаете, вот заботится как-то о человеке. И этой своей заботой как-то ну, открывается сердце мужчины к этой женщине. Вот. И получается, здесь получится любовь. Вот так вот я хочу сказать. Потому что не всегда все начинается с мужчины. Не всегда мужчины начинают строить отношения. Потому что все мы люди, да, и женщины тоже и влюбляются, и делают какие-то шаги к тому, чтобы быть рядом с человеком, который запал в сердце. И очень часто мужчина отзывается, реагирует на такие подходы. Потому что тоже мужчины не избалованы этим особо там, да, они же не звезды какие-то там актеры, да, обычные мужчины не избалованы. Вот, и часто такое вижу, что как отзывается сердечко. Вот, почему-то идет цифра 2. Цифра 2 это в принципе как может показывать, что рождается пара, будет пара. Но еще может показывать 2 месяца, 2 недели. Поняли? Ну, года нет, я не смотрю, так далеко нет, не беру никогда. Ну вот может что-то как проявиться, пробиться в течение 2 месяцев, 2 недель. Вот. Ну, также вижу, тут кто-то будет спортом заниматься, кто-то хочет улучшить свою фигурку, ну и здоровье, конечно, как и то, и то. Ну, хорошо все будет, все получится, настойчивость только нужна. Вот, потому что вот вижу, как человек будет спортом заниматься. Как мужчина, так и женщина здесь может. Вот то, что вижу. Ну, вот такое у нас гадание получилось сегодня. Вот такая отливочка. Здесь меня очень порадовал вот этот ваш выход. Вот так. Выход ваш на вот эту белую полосу. Вот это мне очень понравилось. Так.
несколько слов, да, не будем затягивать. Смотрите, как наши чистки работают, насколько мало сегодня у нас узелков, а те, что есть, смотрите, какие они мягкие, прям распластанные. Наши чистки очень хорошо работают, дорогие мои. Меня это радует. Пусть так и будет, правильно? Пусть так и будет. Ну, здесь что хочу сказать. Будет решение какой-то большой проблемы. Вот вижу прям головная боль. Причем не только у вас, как у многих людей одна и та же головная боль. И это будет как-то решаться. Вот какая-то одна проблема, которая у многих людей есть. И будет она решаться. Так, и здесь еще вижу такая идет ситуация, как человек как поскользнулся, упал, ну это как бы как на льду, допустим, да, вот, и нашел в себе силы, встал и пошел дальше. И я вижу, что у человека получилось. Это, конечно, какую-то ошибку кто-то сделает. Поскользнулся, упал, да? Неправильно поступил, не то сказал. Мало ли на чем там человек поскользнулся. Вот какая-то будет ошибка. Но человек не растеряется, не раскиснет, не останется там лежать на этом льду. Встает и идет дальше уверенно. То есть человек сильный, осознает свою ошибку и пошел дальше. Не останется там где-то в какой-то неприглядной ситуации, понимаете? И окружающие тоже увидят, вы очень достойно выглядите. И в конце концов, кто не ошибается, кто не падает, скажите. В конце, что у нас тут вышло у меня в руках? Родовое дерево. То есть разрастается родовое дерево. Это однозначно идет улучшение здоровья. Здоровье будет налаживаться, кто-то выздоравливает. Вот. И разрастание родового дерева, это люди женятся, это рождаются детки и так далее. Приходит кто-то новый еще в семью, да, веточки добавляются, добавляются. Вот такое здоровое, прям хорошее вижу дерево. Вот такое у нас сегодня гадание. Не забудьте, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, кому здесь важно, кому здесь интересно. Ну и лайк, конечно, не забывайте поставить, это ваше мне спасибо. Всех люблю и обнимаю. И пока, и до завтра.